Визуализация у нас есть в двух видах. В данном случае сейчас у нас есть сервер, так называемый X1, это для мобильных телефонов и смартфонов, планшетов, iOS и Android. И есть панелька G1 сенсорная. Вот она бывает черного, белого стекло. Панель G1, она может выступать как клиент сервера X1, если у нас есть и то, и другое. Но G1 может выступать как отдельное устройство без сервера X1 вообще. Если вы хотите просто панельку, или даже не одну, если вы можете их много по всей квартире, ну, допустим, у вас визуализация на смартфоне или планшете от какого-то другого производителя, но сами панели вам понравились, тогда G1, она просто как KNX устройство параметрируется, то есть ETS-ку добавляется. Сначала нам надо будет скачать программу для создания визуализации. У Gira это отдельная программка, называется Gira Project Assistant, или GPA сокращенно. Скачать можно на сайте gira.com, если мы открываем сайт. Если у вас на компьютере не установлено, вам тоже желательно бы установить. На gira.com, на главной странице, открыв ее, можно сразу выбрать Россию. Но мне на свой компьютер все равно придется скачать. Соответственно, здесь есть раздел скачивания, там программное обеспечение, или можно так нажать. Так, GPA. Так, я пока покажу, пока скачивается программа. Соответственно, у нас панель G1 может выступать как устройство отдельное, без X1, без сервера. Больше нас интересует сервер, конечно, сейчас, потому что он более функционален, чем G1, отдельная панелька. Но если вдруг в проекте столкнетесь с G1 без сервера X1, то я покажу, как это делается. G1, опять же, она на стенде установлена, она имеет среду IP. Ее нельзя добавить на TP, на Twisted P она не добавляется. Она только IP-шная, потому что у нее, в принципе, клемника KNX нет. Она работает либо по 220 вольт по Wi-Fi, либо 24 вольта, если у нас, допустим, KNX провод есть, мы можем 24 запитать, и тоже по Wi-Fi. Либо PoE вариант. PoE, соответственно, и питание, и интернет, он работает по проводу. То есть больше никакого подключения на ней нет. Зато ее удобно устанавливать в существующее уже помещение, в существующий проект, даже вместо обычной розетки можно установить. Соответственно, я, допустим, могу попробовать добавить сюда устройство, я не знаю, там аппликация есть или нет. Смотрим. Во-первых, тут видно medium type, так называемый, то есть тип среды IP. То есть ее надо добавлять именно на главную линию, среда IP. Есть версия программы. Нас интересует, конечно, самая последняя версия. А какая из них, какой артикул? Вы видите, тут PoE, тут 24, тут 220. Неважно, они все одинаковые, программа одинаковая, там отличается только то, что в подрозетник ставится этот коплер сам по сути, внутрянка. Вы можете любой артикул залить на любой другой артикул, то есть программа, она у них одинаковая, в общем-то. Поэтому я добавляю, допустим, PoE третьей версии на линию. Он еще почему кучу программ показывает? Потому что, видите, тут в ETS он делит на разные сегменты. Там, допустим, в LCD дисплей добавляет, в разные категории. LCD дисплей, потом есть термостаты категории, есть выключатели категории. А это, по сути, все одно и то же. Так, добавилась панелька. Соответственно, она добавляется на линию IP, опять же, поэтому у нее адрес 101. Настройки IP можно здесь прям делать, соответственно, в properties, так называемым, указывать настройки панели, менять. При добавлении она спрашивает пароль, это KNX Secure активируется. Надо, смотрите, если на мой экран, у нас была линия, где все устройства. Она называется TP-Line, это Twisted P, витая пара. А верхняя среда должна быть IP. Это опять же, на экране у меня можно посмотреть. Если на саму линию нажать, тут medium. Да, в топологии. G1 мы, соответственно, добавили. Теперь можно открыть аппликацию, посмотреть, чисто чтобы понимать. В принципе, аппликационная программа есть на русском языке, поддерживается русский язык. У меня она добавилась на английском, как видно, по коммуникационным объектам. Но это как бы не страшно. Если открыть аппликационную программу Gira G1, то тут сначала информация как раз про KNX Secure, где найти этот пароль и так далее. Там идет в комплекте Secure Card такая штука. И они говорят, что если вы один раз активируете KNX Secure, то пишите пропало. То есть это надо будет теперь все время пароль вводить, и надо как бы к этому серьезно относиться. Поэтому мы его сейчас не вводим. Основные настройки. Панели в General находятся, например, может она быть сервером времени, она может отправлять время на другие устройства. Можно на ней активировать домофон,
так как G1 может выступать в роли квартирной станции, то есть ответной панели для домофона. И это может быть домофон Gira, либо SIP домофон, то есть какой-то сторонний. Вот, в общем-то, такие функции. Дальше тут особо ничего не интересно, но у нас настройка самой визуализации выполняется в тач-сенсор. Здесь можно создавать до 6 помещений, и в каждом максимум можно сделать по 25 функций. Вот. Соответственно, как делается? Ну, я просто приведу пример, потому что больше нас интересует X1, опять же, но, к примеру, я покажу, как здесь создается. Допустим, я указываю, что у меня 2 помещения из 6 используется. Одно помещение я тут, допустим, называю его там, допустим, гостиная или как-нибудь подобным образом. Вот, выбираю иконку. Иконки отсортированные, я могу написать, допустим, living room тоже, по идее. Они тут по циферкам пронумерованы, плюс по буквам тоже они должны искаться. Можно просто их вот так, ну, листать. Выбрали вот диван, это living room, соответственно, подходит идеально иконка. Потом я в этой папке создаю уже функции. Функцию выбираю, допустим, ну, я указываю всего количество функций. Допустим, у меня в этой комнате максимум можно 25. Написано вот от 1 до 25. Я создаю функцию, выбираю это, допустим, switching, то есть включение-выключение какой-то группы света. Следующая функция, допустим, может быть dimming с brightness value. Вот, и так далее. То есть сами функции, вот набор функций, которые существуют, их только можно на панели использовать. Здесь есть и термостат, и IP-камера, и сенсорный, ну, всякие сенсоры там, отображения данных, значений, например, яркости. Можно отображать просто браузер, ну, то есть можно какую-то стороннюю типа браузерную картинку с визуализацией вывести, например, если там какой-то мультирум, там что-нибудь, мультимедиа какая-то. Вот. Есть аудиоконтрол, ну, контроль звука, но, опять же, это либо он KNX-овый, то есть должен быть шлюз KNX на конкретную аудиосистему. Либо я расскажу, ну, в X1 есть возможность интегрировать Sonos колонки напрямую, без шлюза дополнительного. Вот, то есть эти помещения, ну, эти функции я сам здесь называю, допустим, люстра, да, тем, которыми я управляю. Люстра. Следующий, допустим, для демирования у меня называется подсветка, как-то так. Вот, ну, то есть, потом у меня появляются групповые, ну, объекты для конкретной каждой функции, которую я там добавил, канал там какой-то, то есть, да, по каналам они разбиваются, можно здесь посмотреть. Вот люстра, я ее открываю, у меня у люстры свитчинг, и свитчинг фидбэк надо привязать. У подсветки, я вот создал подсветку, у нее, так как это диммер, у нее еще brightness value с фидбэком добавился. Вот, так, соответственно, у меня установился GPA, Gira Project Assistant. Сейчас создам тут проект. То есть я создал проект, я нажал, ну, плюсик, добавил проект, а теперь мне надо задать его объем. То есть у нас есть, что у нас есть, да, он спрашивает, система KNX у нас есть, это да. Нам нужна визуализация, естественно, потому что весь смысл X1 это визуализация. Вот, но просто эта среда GPA, она не только для X1, она еще для логического модуля отдельно, который без визуализации работает. Вот, логическая схема тоже есть. Ну, можно тоже галочку поставить, чтобы появилась, особо на ней останавливаться подробно не буду. По умолчанию стоят галочки у таймера и у сцен, то есть они уже есть. Домофонная система, если существует гировский домофон, то там специальным IP-интерфейсом, то можно тоже добавить. Но у нас его сейчас нет. Система тревожной сигнализации тоже у Гиры в Германии есть такая штука, она в Россию не вводится, к сожалению. Ну, есть дистанционный доступ, конечно, я тоже поставлю галочку, то есть это чтобы управлять и программировать вообще ETS-ку удаленно можно было, то есть не приезжая на объект. Вот, что значит у меня здесь появилось? Во-первых, меня, в принципе, интересует сейчас выдернуть. И так как мы из ETS, ну, сейчас как бы закончили, вроде как бы, у нас групповые адреса уже есть. Тут, значит, у нас в ETS у нас есть групповые адреса. Нам их нужно отсюда выдернуть вот в эту программу GPA, чтобы привязать к визуализации. Опять же, я говорю, если у нас G1 используется без X1, то мы ее прямо здесь связываем с друг другом. Но я ее сейчас добавил вам просто показать, как это делается. На самом деле мы ее сейчас будем использовать G1 совместно с X1, скорее, по большей части. Поэтому сейчас мы отсюда должны импортировать эти групповые адреса, надо их, соответственно, как они тут. Давайте закроем проект. Экспорт. Вот я этот проект просто в формате KNX Proj вот этот сохраняю в отдельном файле, его надо будет импортировать. В принципе, вот то, что вам рассказывали там про таблицы Excel, это здесь тоже поддерживается. Даже можно скачать gira.com, наш сайт, и здесь, если я введу, вот для GPA такой файлик есть, можно его загрузить, типа zip, архив.
И, соответственно, это как бы шаблон для вот импортирования групповых адресов, тоже вот как мы, ну, на том примере, как было показано вот про ETS-ку. То есть мы можем заполнить таблицу, потом залить, и то есть, ну, там, на основе таблицы у нас появятся какие-то адреса. Так можно даже интегрировать какие-то интернет-вещи сторонние, но это больше для разработчиков. Тут очень такая структура серьезная. Он там на немецком все. Вот, поэтому я, ну, так особо как бы здесь зацикливаться не буду, он там, то есть расписан какие тип, Telegram и так далее. То есть, ну, просто немцы говорят, что когда долго делаешь много проектов, можно вот этот файл выдернуть с одного проекта в другой, его загрузить, как бы немножко подкорректировать в Excel и загрузить у вас, как будто вы сделали целиком проект, а вы, по сути, просто отредактировали там файлик в Excel. Так, теперь проект сохранился, да, сохранился. Теперь я его в GPA импортирую. Это называется... Когда групповые адреса мы импортируем в визуализацию, они перестают быть групповыми адресами, они становятся точками данных. Это типа другое название немножко, потому что точек данных немножко ограниченно существует. Вот, он меня сразу просит, когда я открыл точки данных, он мне говорит, у вас в проект не добавлено ни одно устройство. Мне еще надо сначала создать, что у меня вообще есть X1. Он просит как бы в GPA добавить X1. Тут можно как сделать? Есть... помещение, есть распределительный шкаф. Ну, я сделаю так, в общем-то, неважно, вы можете хоть в гостиную добавить X1, это, в принципе, не важно. Его все равно, этот X1, в визуализации не будет видно, он, как бы, это чисто формальность, его добавить в проект надо. Чтобы эта программа знала, что у вас вообще есть. Есть ли у вас X1, есть ли у вас S1, G1, и вот еще есть у нас L1, это для этих устройств. Да, справка вот либо F1, либо вопросик нажимаете. Во-первых, это вообще полное руководство по тому, как это все настраивать. И по отдельное описание каждой из функций. И есть вот видеоуроки отдельно, видеоролики, которые тоже можно по видео посмотреть. Вот, так как я добавил, ну, в здание устройства я добавил X1, вот, я теперь могу вернуться в проект и теперь добавлять точки данных сами. Вот этот проект мне нужно из ETS, который я сохранил, мне нужно его сюда импортировать. Импортировать нажимаю. Вот, Gira Workshop KNX Pro, нажимаю «Открыть», он сейчас его будет загружать. У X1 ограничение 1000 точек данных, вот здесь написано, 1000 точек данных, то есть больше как бы нельзя загрузить. Если у вас очень крупный большой проект и там больше групповых адресов, то надо либо лишние исключить какие-то, которые вам в визуализации не нужны, либо, ну, либо как взять другой сервер, Home сервер, например, у нас есть, там в нем больше точек данных. Вот, так как тут вообще мало у нас точек данных, в принципе, я могу их все взять вот так и просто перекинуть. То есть вот здесь они еще групповыми адресами называются, а когда я их перетянул, они стали называться теперь уже точки данных, дата-поинты так называемые. Вот, то есть все, что мы сделали в ETS, оно теперь у нас здесь существует. И теперь я могу с этим делать, с визуализацией привязывать. Вот, значит, визуализация, она создается в первую очередь в здании устройства. В здании устройства я выбираю помещение. Здесь есть готовый набор, какое-то помещение называется вот здание. Допустим, можно, если большой дом, можно делать сначала здание, потом первый этаж, второй этаж, там, мансарда и так далее. Если у нас просто квартира, то я как бы могу сразу комнаты сюда закидывать, в принципе, не париться там, ну, не выбирать там квартиру, вот эти подвал там и так далее. То есть я могу взять гостиная, у меня есть, допустим, комната, ее перетащить сюда. Допустим, у меня есть, там, может быть, кухня, может быть, входная комната, столовая и так далее. Ну, допустим, кухня есть. И, может быть, еще санузел какой-то можно добавить, потому что без него не обойтись. Ванная комната. Вот, 3 комнаты. Если меня не устраивает то, что он мне предоставляет здесь готовые картинки и названия, я могу всегда переименовать и выбрать свою иконку. Их тут миллион. Вот то, что здесь вот вам предлагается, шаблоны, это просто шаблоны. И просто чтобы вы заново не рисовали постоянно, там не выбирали гостиную, иконку ее искали. Тут уже готовые есть, поэтому так удобнее. А теперь я создаю группы, которые, ну, группы освещения, допустим, они вот у нас в ETS уже есть. Какие-то мы делали включение, выключение света, 4 группы, да, есть димирование, 2 группы, вот, и, соответственно, здесь они не названы у нас это люстрами, да, это просто называется light switching, это, конечно, так делать, потом, если большой крупный объект, мы никогда не узнаем, что, за какую группу отвечает, вот, поэтому так делать ну, лучше не надо, вот, и есть, так, есть еще shutters у нас, соответственно.
Ну, вот у нас 4 группы света, и мы создадим в разных комнатах, как будто это у нас будут люстры, либо это будет подсветки. Вот, допустим, вот в этой, вот в этой, вот в этой и вот в этой. Будет, две будут димируемые в гостиной, допустим, так как у нас было в проекте ETS, у нас 2 диммера, я тут понял здесь. 2 будет группы димируемые, 2 будут не димируемые. Одна группа штор, мы их тоже добавим в гостиную, например. Ну, в гостиной обычно функций больше всего. Вот, теперь я добавил комнаты, и здесь что есть? Вкладки вот здания, это вот комнаты сами, устройство, это вот я когда x1, s1 вот эти вот перетягивал, и визуализация. Самое интересное, это визуализация, это сами функции. Если, опять же, открыть help, очень подробно каждая функция, вот в help есть раздел визуализация и есть тут функции x1. Они тут все перечислены. Нас, конечно, интересует в первую очередь выключатель и светорегулятор. Вот две функции, они прямо в самом верху. Мы добавляем люстры. Ну, допустим, я в гостиную добавляю светорегулятор, потому что, ну, гостиная это все-таки важная комната, там будет диммер у нас. Понятное дело, что никто не называет диммер диммером. Ну, то есть эту конкретную группу света ее называют там люстра или там люстра над столом можно назвать, да, чтобы они отличались. При этом я могу выбрать иконку, чтобы, опять же, у меня все иконки не были лампочкой, потому что по умолчанию все иконки у освещения это лампочка ставится, да. Теперь, что дальше интересно у нас? Я добавил, когда функцию, у функции ей надо привязать точки данных к ней. Здесь вот видно, одна строчка выделена желтым, две другие серым цветом. Желтую привязать надо обязательно, без нее функция не работает. Те, которые серые, их привязывать не обязательно. Но если я привяжу здесь только желтую, то это будет без демирования, это будет вкл-выкл просто, да, понятно, потому что это просто включение-выключение. Поэтому для демирования у меня здесь есть либо brightness value надо привязать значение освещенности, либо регулировка света, это которая была relative, так называемая по-английски, да, которая не абсолютная, а относительная, которая плюсом-минусом. Но это устаревший режим, так никто сейчас не делает визуализации. Поэтому нас интересует значение яркости. Но сначала добавим точку данных включения-выключения. Вот. Я их, соответственно, выбираю switching, но это у меня включение-выключение. Я вот ее нажимаю, но тут возникает еще дальше момент интересный. Во-первых, начальное значение он спрашивает. Начальное значение желательно, конечно, читать с шины KNX, потому что вдруг мы открыли приложение, а у нас свет уже включен. Чтобы он знал, что у нас свет включен, надо считать его, соответственно, это статус. Вот. Если поставить нет, то он запускает приложение, и все статусы будут пустые, как бы, не будут отображаться правильно. И, возможно, если свет включен, нам, возможно, 2 раза придется нажимать. Это неправильно, конечно, поэтому надо нажимать «Считать с шины» KNX. Потом дальше у меня есть строчка «Запись», есть состояние квитирования. Вот. В состоянии квитирования по-правильному надо привязать фидбэк, откроем диммер. В диммере, вот, точка данных. Тут каждая точка данных описана, что к ней надо привязать. Вот у меня интересует сейчас точка данных включения-выключения. Написано, точка данных для функции переключения должна содержать 2 групповых адреса. Один это для самой функции, а другой для подтверждения состояния. Подтверждение состояния должно производиться исполнительным устройством, активированным на передачу. То есть активный фидбэк должен быть. И тип точки данных указан однобитный. Ну, чтобы не ошибиться, да, мы сюда, кроме для включения-выключения, конечно, однобитный используем. Теперь, как это привязывается? То есть я в состоянии квитирования, я должен привязать фидбэк, указать. В некоторых случаях можно, если флаг read у главного устройства стоит, конечно, можно прямо с него же считывать статус, с того же самого адреса, конечно, но лучше привязать как бы фидбэк отдельный. Допустим, в данном случае у меня первая группа, и она у меня 1.0.1, ой, 0.1.0, а это 0.2.0 фидбэк. Switching фидбэк, соответственно, вот 0.2.0, я просто циферку 2 здесь меняю, и как бы и все. Вот. Так это работает. Так, все, я ее могу добавлять теперь, присвоить. У меня присвоился свитчинг для диммера. Теперь мне надо присвоить значение освещенности. Опять же, relative это относительно, я не буду ее даже привязывать, хотя можно и то, и другое, это не запрещено привязать, да, но смысла нет в этом relative. Я выбираю абсолютное диммирование, я выбираю 0.4.0 у меня адрес, и пишу к нему так же, как со свитчингом, только теперь состояние у меня фидбэк, который называется здесь brightness value, он 5-й адрес у него, 0.5.0. И нажимаю здесь считать шины еще тоже. Я связываю, добавляю. Вот. Дальше что у нас есть? Настройки самой функции. Избранная. Избранная это значит, что он выведет это на главный экран мне, эту функцию. Это можно не делать, это можно сделать потом. Вот. Потом есть по умолчанию выбрана функция показать функциональные часы. Это, грубо говоря, таймер. Это просто рядом с функцией, вот рядом с функцией, если вот на картинке здесь посмотреть, вот есть такая функциональная часы, вот она. То есть будет внизу часики. Мы на них можем нажать и настроить по таймеру эту функцию. В принципе, для света таймер редко, конечно, используется. Вот. Дальше что есть? Есть возможность редактирования времени настроить на администратора или на всех пользователей, показать статус. Опять же, если у нас нет фидбэка, то надо убрать это, показать статус. Я здесь могу поменять текст выкл, то есть то, что будет в приложении вот у меня писаться
Вот здесь вот, вкл-выкл, вот эта вот иконка, я могу поменять текст, но он ein aus по-немецки, а по-русски вкл-выкл, это, в принципе, вполне всех устраивает обычно. И длина шага светлее, темнее, там еще плюсик-минусик отображается, вот плюс и минус. Вот эта длина шага 10, по умолчанию 10%. Меня, в принципе, это устраивает, можно там кому-то больше, кому-то меньше поставить, если нравится. Вот, в принципе, все, функция эта настроена, это как пример был такой. Теперь я, ну, например, в кухню тоже можно диммер закинуть, тоже светорегулятор, только второй у нас будет, вторая группа. И здесь можно, ну, как бы, я не знаю, подсветка назову. Вот, иконку даже не буду здесь менять, сейчас заморачиваться. Соответственно, выбираю Light Switching 02, это адрес 011. Нажимаю «Считать шины» опять. Ну, первый раз придется это для всех сделать, конечно, но, в принципе, можно тут, что работает? Тут можно сразу несколько объединять, да, Ctrl работает всегда. То есть, в принципе, я сейчас еще покажу, что можно, чтобы для каждого вручную не выбирать вот это «Считать шины», потом не прописывать вот это квитирование состояния, я могу, выделив большое количество адресов, какие-то настройки там произвести. Но вот сейчас он мне это не даст все равно сделать, поэтому... Вот этот у меня управление, и фидбэк у меня будет 0.2.1. Я здесь также пишу фидбэк. Вот. Нажимаю «Назначить». То же самое делаю со значением освещенности. Выбираю абсолютное диммирование и привязываю состояние квитирования 0.5.1. Нажимаю «Считать шины», чтобы он фидбэк считывал. Вот. Ну, опять же, relative, ладно, я привяжу, раз он у нас все равно есть. Я его укажу. К нему не надо ничего считывания добавлять, он как бы так добавляется, пустой. Вот. Также внизу мы можем видеть, если опустить страницу в самый низ, ну вот параметры, свойства, тут есть вот такая штука, функция видна. Кому она видна? Потому что тут можно для пользователей разных раздать. То есть, например, есть администратор, есть хозяева, есть гости, есть какая-то там прислуга и так далее. Я просто галочку снимаю, и у меня этот пользователь не будет видеть эту функцию. Опять же, если у меня несколько G1, я могу для каждой G1 создать свой пользователь в X1, и тогда у меня на каждой панельке будут свои какие-то права. То есть на одной G1 будет больше функций отображаться, например, это какая-то в спальне там или где-то около спальни установлена, а, например, в детской будет чуть меньше функций, чтобы дети, ну, там, не включали свет в спальне, допустим, вот, чтобы у них лишних функций не было, у них будут чисто свои функции. Так, дальше, теперь у нас светорегуляторы закончились, теперь я добавляю включение-выключение, просто выключать. Добавляю ванную комнату, ну, так как 4 комнаты я добавил, выключатель, ну, можно назвать прямо вот как основной свет, тоже популярное название для группы. Вот. Тут, соответственно, для выключения только одна точка данных. Опять же, какая хитрость есть, что точка данных, она одна, но она содержит в себе два групповых адреса. И так можно экономить вот эти дата-поинты. То есть, если я добавляю только те, которые посылаются у меня, то есть я вот сейчас добавляю, у меня третий light switching, да, здесь я указываю фидбэк, это вот третий, циферку 2 я здесь пишу, но я его мог не добавлять сюда, в дата-поинты, я бы так сэкономил место себе, то есть, потому что я в эту точку данных, в одной, она у меня содержит два групповых адреса уже, все, то есть мне как бы не нужно еще одну добавлять. Здесь ставлю тоже «Считать шины», лучше не забывать. Но это флаг-рид, конечно, это еще желательно, чтобы стоял в ETS, потому что если он не стоит, то может не отображаться. И добавляю еще один свет, уже в кинотеатр, это последняя группа света, которая включаться-выключаться должна. Ну, допустим, назову его потолок или там потолочный свет. Вот, и выбираю четвертую группу, последнюю, назначаю цифрой 2. Я забыл. Вот, что у нас еще есть из функций. То есть мы сейчас весь свет распределили, но кроме сцен. У нас есть еще шторы какие-то, шаттер, и есть климат. Вот. Мы и то, и другое сейчас тоже закинем в какую-нибудь комнату, ну, в гостиную, потому что это самая такая важная комната во всех квартирах. Вот. Тут, соответственно, нас интересует, значит, штора или жалюзи. По сути, это одно и то же, надо понимать. Они так и называются рольставни/жалюзи. Вот. Тут, к сожалению, пока в визуализации все равно стрелка вверх, стрелка вниз в основном работает. То есть даже если шторы, мы как бы, опять же, назову ее прям так жалюзи назову. Вот ниже указан еще под названием, мы видим, кроме иконки, иконка, в принципе, меня тут устраивает, она жалюзи так и нарисована. А есть еще раздел работ, так называемый. Раздел работ — это немножко кривой перевод, бывает тут иногда сталкиваются с таким кривым переводом. Это называется
функции, папка функций, потому что он автоматически вам, вот X1, вы добавляете в помещение каждую функцию, он еще дополнительно их закидывает по разделам функций. То есть функции для света, включение-выключение, он создает папку. Вот я все, которые функции добавлял свет, диммеры, например, вы видите, раздел работ свет, это тоже свет. Который включение-выключение, она тоже свет. То есть и диммеры, и включение-выключение, это в свет добавилось. Потом у меня есть вот такая здесь ерунда, называется вот раздел работ. И у меня на главном экране будет как бы отдельная папка по функциям разбита, все мои функции. Я могу так удобно температуры, например, термостаты найти все, да, чтобы мне не открывать каждое помещение и не смотреть там, блин, тут термостат, тут термостат. Я открыл все термостаты, и у меня они все выведены. И это делается автоматически, мне не надо за этим даже следить. Единственное, что если я вдруг что-то, ну, свое добавляю, если я добавляю, например, функцию выключатель, но это выключатель, который будет, например, проектор опускать, поднимать, да, но это мне тогда не свет нужен, а это я создаю какую-то свою другую, я могу здесь выбрать другой раздел работ, вот, и вот эти разделы работы, я, в принципе, могу здесь редактировать в этой ерунде, то есть если мне не нужно, например, функция логической схемы или последовательности, я могу ее здесь переименовать и другую иконку дать этой, ну, допустим, назвать проектор, да, и у меня будет отдельная функция проектор, там может быть куча каких-то экранов опускающихся, допустим, которые будут по однобитной телеграмме тоже срабатывать. То есть так он по умолчанию закидывает то, что относится к свету, он по умолчанию в свет, то, что относится к жалюзи закидывает, то, что ни туда не относится, он еще в какие-то папки закидывает по умолчанию. Вот, теперь жалюзи. Опять же, что нужно привязать обязательно? Это кратковременный short time operation, да, и долговременный long time operation. Ну, то есть это, в принципе, вы уже проходили сегодня. Есть плюс позиция такая вещь, это уже относится как brightness value, то есть это отображается на сколько процентов открытая или закрытая жалюзи. Это хорошая вещь, конечно, в визуализации лучше ее привязывать. Но как бы, если релюха самая простая, то там позицию надо высчитывать по времени, сколько они открываются, и писать вручную. Тогда только это корректно будет работать, а то в другом случае это может некорректно немножко статус показывать. Вот, я привязываю сначала short time operation, кратковременный режим, вверх-вниз. У меня здесь, соответственно, в ETS смотрим. Short time это 061, групповой адрес называется. Вот он, 061, короткая операция. К нему, понятное дело, никаких статусов, состояний, ничего не надо. Это можно убедиться, опять же, открыв help, вот, жалюзи расставни. Тут какой момент хитрый есть еще, что в X1 оно... Вот почему есть такие оранжевым выделены какие-то функции, какие-то выделены серым, не обязательно. Если вы их не привяжете, это не будет отображаться и будет проще выглядеть эта функция. То есть у меня для жалюзи всего одна функция есть, да, она называется, вот в X1 она называется жалюзи роль ставни. Вот видно, оно здесь еще переведено как затенение, жалюзи роль ставни, и все. У меня здесь нету какого-то там push-баттона со стрелочками или с позициями ламели, да, если у меня жалюзи. А если у меня не жалюзи, то что, она тоже будет отображаться? Нет, она не будет. Если я не привязал вот эту вот отдельную строчку для позиция пластин называется, да, ламели, ну это перевод такой, то и этой полоски и не будет. То есть если я привязал только короткие и длинные операции, то у меня здесь будет такая кнопочка круглая, просто разделенная пополам, со стрелкой вверх-вниз, все. И не будет даже статуса. А вот эта полоска появляется только тогда, когда, соответственно, я привязал position, ну, blind, вот эта позиция, которая самих жалюзи. Соответственно, это динамическая функция, да, все функции в X1, они все немножко динамические, они по-разному выглядят на экране, смотря что вы привяжете. Ну, конечно, есть вот обязательные дата-поинты, которые нельзя не привязать. Теперь мы долговременную операцию привязываем. Долговременная, у нее адрес 060, я ее привязываю. Опять же, по help тут можно посмотреть дата-поинты, тут написано, что как бы, ну, не надо, тут несколько групповых адресов, не надо никакой фидбэк привязывать, ничего такого к этому не надо, да, то есть это, в принципе, нормально и так, и без этого работает. Вот, и еще мы привяжем позицию. Есть еще такая вещь у некоторых, ну, релюх, которые исполнительные устройства управления жалюзи, они еще могут показывать состояние в момент, когда открывается, закрывается. Это называется завеса, вот перемещается. Тут moving position, так называемый, то есть в момент именно движения, moving она называется по-английски. То есть это тогда еще красивенько будет такая полосочка, она еще будет на визуализации, вот эта полоска, она будет плавно так закрашиваться, то есть она еще будет двигаться как будто такая, вместе вот мы открываем, еще ждем, она как открывается. Ну, это прикольно. Еще я в этот момент могу нажать стоп кнопку, и оно у меня остановится. Кнопка стоп, она работает через short time operation, то есть не надо ее отдельно привязывать, она и так срабатывает. Вот, blind position, у меня адрес 062,
Я просто ставлю галочку «Считать». Состояние квитирования оставляю то же самое, что и запись, так как у нас нет отдельного группового адреса для этого. Ну, в идеале, конечно, лучше делать это, чтобы как бы это был отдельным все-таки для статуса отдельным адресом. Ну, вот так я сделаю пока. Но, то есть, опять же, если не указывать позицию, то эта функция, она будет выглядеть вообще немножко по-другому. Она будет выглядеть без статуса, без вот этих полосок. Она будет просто стрелочка вверх и стрелочка вниз, как push-баттоны. Да? Я зажимаю, когда держу короткое нажатие, это будет short time operation. Длинное нажатие я зажал, держу, у меня они будут до конца открываться, либо закрываться. Ну, то есть я подержал 2 секунды, отпустил, у меня они до конца едут, там, жалюзи. Либо они вот так открываются, да, либо так, это не суть важно. Вот это вот статус, вот этот в процентах, видно, тут позиция отображается. Вот этот статус в процентах, он отображается только если мы нормально позиции привязали. И вот я могу тогда слайдером пальцем просто вот так провести. Вверх-вниз провел, у меня, соответственно, они отправляются. Наверное, тогда, так как у меня вот этот слайдер работать не будет, позиция, наверное, лучше тогда вообще вот так вот сделать, убрать его, наверное, все-таки позицию, чтобы не глючно это не работала, эта функция. А то, если без отправки, то оно как бы неправильно будет работать. Ну, можем, кстати, добавить. Давайте добавим. Я заодно покажу, как это работает, чтобы проект не выдергивать каждый раз, как можно добавить data point вручную. Вот, допустим, я в ETS добавляю Patterns, дадим новый групповой адрес на 6-й. Это у нас будет name, ну просто position его назову, наверное. Вообще, ну тоже можно 0.1 написать, там, если у вас несколько групп. Можно shutters, да, дописать, что, соответственно, шторы это или что-то еще. Так, это у него 1.13.1, у blind position я вот посмотрел. Я здесь, соответственно, открываю линию свою 1.13.1. У меня здесь должен быть, ну, это статус, вон, shutter position в скобочках статус, а мне нужен такой же, только без скобочки статус найти у этого же устройства, мини-бокса этого. Вот, это у меня был 517 адрес, наверное, где-то рядом по логике это должно быть. Не то добавим, еще раз параметр давайте. Это, и добавим вот precise control objects, это вот оно и есть. Это вот оно, наверное, появился, да, 516 да. объект. Я, соответственно, назначаю его на 0.6.3, у меня адрес, который я создал с position, называется. Вот, position 0.1, я скопирую название. Теперь показываю, чтобы не выдергивать отсюда опять проект и заново его в GPA не подгружать. Я могу эту точку данных вручную добавить. Я открываю, опять же, вот если у меня в GPA открыт проект, я нажимаю вот сюда, ну как бы возвращаюсь в структуру, нажимаю точки данных. Здесь я могу просто добавить вручную точку данных, чтобы не импортировать заново. Из-за одной это как бы смысла нет. Вот, так. Вот точки данных групповых адресов. Здесь просто есть еще внутренние, ну если посмотреть, у X1 есть еще внутренние точки данных, там всякие там таймеры, он по ним работает, еще что-то. И это я сейчас не смотрю. Я вот нажимаю «Создать новую точку данных». Я скопировал название, поэтому я прям могу название сюда. Вот. И считать шины могу поставить 6.3, а следующий 0.6.2. Ну, вот как он был. Ставлю «Считать шины» и должен выбрать обязательно тип данных, потому что тип данных тут однобитный по умолчанию. У меня это проценты стандартно 5, ну, который пятерочка. Я могу цифру 5 вообще, в принципе, нажать, он меня сразу перекидывает на проценты. Вот. И, соответственно, появляется data point. Я возвращаюсь теперь в здание устройства, и в здании устройства выбираю жалюзи и выбираю позицию, назначаю ее заново, вот, которую я создал только что. Вот, привязал наконец-то эту position, и осталась у нас одна единственная функция, которую мы не привязали, это термостат. Вот. Тут с термостатом тоже, конечно, не совсем, я сейчас пока даже не знаю, что мы можем туда к нему привязать. И теперь нам нужен термостат, остался, я как говорю, то есть термостатов тут вариантов несколько в визуализации есть. Есть отопление и охлаждение, есть система кондиционирования, она еще со скоростями вентилятора тогда. То есть это, ну, это обычно для шлюзов кондиционера, это для Zenio, либо для Intesis. Ну, отдельные вот эти блочки, которые либо внутрь прям системно вот этого сплит-системы кладутся туда, прям подключаются к шине, либо, соответственно, это бывает на Денрику какие-то отдельные устройства. Не суть важно, но обычно как Гира позиционирует, что это Intesis, которые внутрь сплит-системы кладутся, то есть и к шине KNX цепляются. К ним тогда вот удобно вот эту систему кондиционирования применять, функцию, там максимально полноценное управление доступно. Вот, есть еще температура в сауне, термостат, но там просто более высокие уставки. То есть он только этим отличается, что там минимум и максимум температуры он выше, потому что здесь все-таки они заданные пределы есть определенные. Вот, отопление и охлаждение, допустим, я добавляю эту функцию.
принципе, то есть у нас эта функция в ETS, мы ее тоже как бы не называли как-то по-особому, она у нас называется климат, можно ее также тоже назвать климат, там, климат-контроль, или оставить отопление, охлаждение, можно ее как-то переименовать. Тут у нас что есть? У нас есть актуальная температура, setpoint уставка, setpoint статус, фидбэк, включить-выключить и включить-выключить термостат отдельно. То есть, опять же, сама функция, она у нас называется отопление-охлаждение, она по умолчанию в себя и то включает. Если мы сюда привязываем только теплый пол, например, только отопление, то не будет там охлаждения, да, она динамическая. Поставить только отопление, чтобы добивалось. Ну, оно так и будет работать, он увидит, что мы привязали. То есть, я могу написать климат, да, могу написать отопление просто. Теплый пол, давайте теплый пол прям. Да, ну вот напишем теплый пол. Иконки, в принципе, нас устраивают, наверное, такие с батареей, там нормально. Вот, фактическая температура, это которая current там называлась, это, соответственно, смотрим, какой у нее адрес. 1.00 будет. Да, 1.00. Вот она 1.00. Так, и посмотрим. Вот с термостатом это самое важное. То, что я говорил, что help, он для всего он особо не нужен, а вот для отопления охлаждения вот очень рекомендую. Во-первых, вот как это выглядит полный функционал. Вот кнопочка включить-выключить термостат, она будет вот здесь. Если ее привязать, она будет. Если ее не привязывать, то ее и не будет кнопки. Да? Будет вот такая шкала, это уставка. Здесь будет отображаться тут написано, вот фактическая температура, вот это заданная температура, которая сейчас у нас задана. Статус рабочего режима, опять же, у нас сейчас, видимо, его не будет, потому что у нас нет рабочих режимов в ETS-ке. Состояние отопления, это он просто загорается, когда греется, когда не греется, не загорается. Ну, это типа называется message, heating message, cooling message. Это отдельный есть такой групповой адрес обычно, но в данном случае у нас его тоже нет. И таймер, плюс режим работы, переключения у нас его тоже не будет. То есть у нас будет только шкала, плюс-минус и вот эта температура, по сути. Вот эта кнопочка будет тоже. Теперь самое интересное, что мы должны привязать к фактической температуре. Фактическая температура, написано, она содержит только один групповой адрес, то есть ей не надо несколько там групповых адресов в дата-поинте привязывать. Соответственно, это только считывание у нас сейчас, какая температура. Ее лучше, конечно, считать с шины, поставить галочку, чтобы, если что, у нас показывалась актуальная температура. Следующая у нас заданная температура. Всего обязательно два адреса, да, фактическая и заданная. Но заданная, она в себя уже включает два групповых адреса. Вот тут написано. Заданная температура должна включать два групповых адреса. Один для передачи, другой для подтверждения. То есть это фидбэк. Понятно, тип данных 9001. Вот. И тут я, соответственно, привязываю. Один у меня... Какой у меня из них какой? Один статус у меня второй, а первый у меня отправка. Так и привязываю. Вот это отправка, а сюда пишу статус. Все вроде как бы просто. Нажимаю «Считать шины», опять же, чтобы он считывал начальное. То есть, если мы вдруг с термостата поменяли, не с визуализации, чтобы он правильно считал и отобразил на термостате у нас уставку. Теперь мы еще можем выключить. Вот это все не обязательно привязывать, но мы привяжем «Включить-выключить термостат». Это вот у нас отдельная функция есть. Да, то есть и тут что еще? В принципе, наверное, все. Статус отопления. В статус отопления можно, конечно, привязать вот саму отправку хитинга, если он оттуда может считать. Но, по идее, там именно отправка, поэтому нет смысла, наверное, привязывать. Сюда обычно месседж привязывается, то есть heating message и cooling message. Так как у нас здесь без охлаждения, то, соответственно, охлаждение как бы и не будет работать. Это будет неполный такой климат-контроль. Дальше, что есть настройки, нижний предел значений и верхний предел заданных значений. То есть это, что я могу выставлять. Так как у меня теплый пол, во-первых, если я наведу мышкой, он показывает, какие минимум и максимум. То есть минимум 0, максимум 40. Допустим, я укажу 40 максимум, потому что теплый пол, фиг его знает, как он греется, а минимум поставлю 24, я не знаю, меньше теплый пол, можно там 21 поставить. Пол он меньше обычно не бывает вообще, 20 градусов. Вот, соответственно, длина шага можно поменять, 0,5 оставлю, в принципе. Вот. Режим работы, здесь можно выбрать только отопление, чтобы вручную сразу, чтобы не было кнопки там переключения режимов. И тут еще есть такая настройка, что будет отображаться на... Есть, вид такой визуализации, который, когда мелкая плитка, какая будет температура отображаться в углу. Это будет заданная температура или это будет фактическая. Вообще удобнее, чтобы это фактическая отображалась, поэтому оставим здесь такой вариант. Вот, в принципе, все, что было, все функции мы привязали. Вот. Тут еще какой момент?
То есть, как я говорил, есть еще дистанционный доступ. Дистанционный доступ настраивается в отдельном окне. Самый хороший вариант — это если у нас есть S1, вот этот модуль дистанционный гировский, то достаточно его как бы на портале на гировском, на специальном, зарегистрировать. То есть тут, опять же, в онлайн-обучении, вот в этом, ну, то есть в Help, можно найти такой раздел про настройку дистанционного доступа. И тут есть такая таблица некая, сводная, куда выводятся варианты дистанционного доступа, как мы можем управлять, допустим, ну, своим приложением, если нас нет дома, чтобы мы могли там удаленно подключиться, управлять визуализацией. Опять же, тут вариант, если у нас есть S1 модуль дистанционного доступа, то больше всего галочек проставлено, как видно из таблицы. То есть я плюс к этому, кроме как мобильное приложение X1, я могу еще программировать ETS удаленно, то есть из офиса. Я могу, сидя у себя дома, программировать чужой там объект. Могу программировать GPA, это вот это, где мы визуализацию делаем. Могу пользоваться самой визуализацией приложением, понятное дело. Потом возможность без изменения настроек маршрутизатора. То есть в самом маршрутизаторе ничего прописывать не надо. Если вот у вас такой клиент, как, например, вот Алексей, который взял, поменял роутер у себя дома, и у него все отвалилось, то если он поменяет вдруг роутер, и вам ничего не надо перенастраивать, то есть не надо пробрасывать маршрут, ну, не надо открывать порт, не надо направлять порт на определенный IP-адрес внутри сети и так далее. Вот эти всей ерундой заниматься не надо, если у вас есть вот этот модуль удаленного доступа, вот этот красненький S1. Вот. И плюс у вас есть, поддерживается протокол IP вот этот V6, то есть у вас есть полный доступ к внутренней сети. Вы, ну, нажав, просто через браузер можете зайти на любое устройство внутри этой сетки. То есть даже на сам роутер вы можете зайти, находясь у себя дома, вы можете зайти на роутер вашего заказчика и настройки там какие-то произвести. Или зайти, например, на мультимедиа систему, или на IP-камеру, или на SIP домофон и там настройки произвести. Но опять же, если он этого не хочет, то он может как бы вам доступ, конечно, прикрыть, вот, чтобы там IP-камеры не было доступа внешний. Но по умолчанию, то есть можно это так сделать. Если у вас нет модуля S1, допустим, если вы сэкономили в этом проекте, ну или не взяли S1, вы все равно можете в любом случае подключаться удаленно через X1 и смотреть визуализацию. Вот это приложение, само пользоваться приложением. Вот. Есть такая возможность. И для этого даже, в принципе, ничего не надо тоже особенного делать. Надо зарегистрировать просто X1 на специальном портале Гировск. Ну, так как это работает через облако, облако это как дополнительный такой VPN-шифрование, поэтому это регистрируется на портале и через него работает удаленный доступ. Вот. Если есть два других варианта, это еще с внешней службой для VPN. Это OpenVPN, так называемая функция. Если есть OpenVPN у вас, но нет S1, вы все равно тогда можете параметрировать ETS и GPA. Но не можете настройки, ну, настраивать внутреннюю сеть, по идее, нет такой возможности. И нет, ну, опять же, вы тут еще обязаны пробрасывать порты определенные, направлять определенный порт на определенные устройства. Это надо настройки роутера. Если человек поменяет роутер, вам надо будет опять перенастраивать тогда этот роутер. То есть тут немножко тогда сложнее становится это все без S1, опять же, этого модуля доступа. Вот, поэтому вся настройка удаленного доступа, она в этой отдельной плитке. Если заказчик мнительный, он боится, что к нему кто-то подключится, то по умолчанию эта функция вообще выключена. То есть нет никакого удаленного доступа. Он заблокирован. Никакой хакер к вам, по идее, тоже через X1 не сможет подключиться, потому что там, в принципе, нет удаленного доступа по умолчанию. Он закрыт. Если я уже активирую эту функцию, вот самый простой вариант — это перенаправление порта. Да? То есть если активирую, то мне потом надо будет ввести имя хоста и пароль доступа в портал. Это вот мне опять же зарегистрироваться надо на портале Гира. Вот он портал, адрес его я могу открыть. Тут зарегистрировавшись под своим логином, паролем и введя определенную с наклейки, на наклейке вот этого X1 там написано ID-шник, введя этот ID-шник, я зарегистрировал его на портале и потом просто ввожу сюда пароль. И все, и как бы у меня удаленный доступ настроен. Вот, что еще есть? Здесь есть еще сцены, есть таймеры, есть логический редактор. Что касается таймеров, у каждой функции эти таймеры, они по умолчанию, как я говорил, везде включены. Тут называются функциональные часы. Их настраивать не надо. Есть еще таймеры, которые могут быть настроены отдельно, без функции. То есть я могу настроить какой-то таймер, который заказчик не сможет вообще, ну, его не будет не видеть, не регулировать, он будет сам по себе срабатывать. Будет всегда по таймеру активироваться. Это не надо выводить визуализацию, это будет в скрытом таймере. Это можно отсюда сделать. Сцены. Сцены тоже такой момент, что сцена вещь, конечно, классная. Опять же, их, по идее, не надо тогда вот эти номер сцены, вот этот весь, вся вот эта история. Номер сцены при
присваивать, можно сцены конфигурировать в самом X1. То есть может быть у вас X1 исполнительным устройством по сценам. То есть мы сюда прям накидываем сами функции, и номер мы можем послать на X1, то есть тогда и вызвать с него сцену. Я просто сюда добавляю точки данных, которые в сцене должны участвовать. Допустим, это, ну, если это диммер, то я присваиваю свитчинг, не свитчинг, а именно абсолют димминг я присваиваю, да, то есть это куда мы будем посылать процент яркости. Допустим, мне надо включить на 50% эту группу сцены, да, я поэтому сюда присваиваю именно абсолютное диммирование сюда присваиваю. Плюс я могу сюда докинуть, я их могу просто с включением-выключением сюда добавить. Вот, добавляю. Вот, допустим, все группы, всего 4 группы света у нас, 2 из них демируемые, 2 недемируемые я добавил. Есть вот такая штука, точки данных инициации. Что это такое? Это вот как раз мы делали групповой адрес отдельный для вызова номера сцен. Вот он, scene number называется. Да? Если мы хотим с выключателя вызвать сцену, которая в X1 есть, то я могу там тут прописать у себя просто какой-то групповой адрес, куда я номер присылаю. И у меня по этому номеру будет вызываться эта конкретная сцена. Ну, например, я могу сюда тоже этот scene number выбрать, он у меня будет привязан. Вот. Это я создал набор, но я здесь не указываю конкретной яркости, да, то есть это набор сцен, это не конкретная сцена, я потом добавляю саму сцену, я здесь могу указать конкретное значение, например, 80%, 80%. И там свет этот включить, а этот выключить. Если хочу, я потом эту сцену, конечно, могу перезаписать. То есть нет никаких проблем. Это, если что, потом будет сцена перезаписана прямо через само приложение. Можно указать еще задержку в секундах. То есть если я хочу, чтобы у меня там какая-то чуть позже, там, ну, допустим, жалюзи или шторы, чтобы они с задержкой с какой-то срабатывали. Да, но на самом деле, вот то, что я вот это рассказываю, ну, это как бы прикольно, это попробовать, да, это как оно работало раньше. Сейчас есть такая фишка, что вы можете создавать сцены, сам заказчик может создавать сцены в самом приложении. Можно даже вот сюда не заходить вообще. То есть заказчик сам может их накидать. Это делается как? Есть такая функция, называется, вот есть как бы дополнительное устройство сцены. Это что такое? Это просто посылка номера сцены, да. Допустим, у нас вот на ETS там есть устройство, которое по номеру сцены вызывает, ну, релюхи, диммеры, они по этому номеру, по циферке 1, они будут там, кто-то включился, кто-то выключился и так далее. Вот это называется дополнительное устройство сцены. Потом есть набор сцен. Это вот то, что я сейчас сделал. Можно его перетащить и выбрать мою сцену, вот, которую я создал. Вот набор сцен 1. И номер сцены у меня первая, я там только одну сцену кино сделал, вот сцена кино, она у меня под номером 1, я ее сделал. Могу поставить здесь галочку «Разрешить программирование», чтобы заказчик мог ее перезаписать. Но это, опять же, это вот эта сцена, которая мы сделали ее сейчас вручную. А есть такая штука, шаблон сцен, который заказчик сам может. Я ее, допустим, в кухню помещу сейчас, эту вещь. Это чем прикольная штука, что как бы для этого вообще, то есть по сути это работа пусконаладчика была обычно, то есть то, что он должен подключиться, настроить эту сцену, какие-то группы добавить, какие-то убавить. А это все человек сам через приложение ставит просто галочку, какие группы участвуют в сцене, и сам выбирает у них значение яркости там или что-то еще. Вот. Называется шаблон сцен, но я так и оставлю, наверное, название. Здесь вообще ничего привязывать не надо, вы увидите, как бы там это все настраивается прямо в самом приложении, то есть все накидываются эти функции тогда. В принципе, все функции, что у нас были, мы сделали. Для чего мы вообще G1 добавляли в структуру здания? Я добавил, да, ее G1. Потому что она, в принципе, там не нужна. Я ее как раз добавил для того, чтобы у нее появились дата-поинты. У нее теперь существуют точки данных, которые внутри устройства G1. Вот, вот она как бы сейчас откроется. Вот, тут можно светодиод, чтобы загорался, ну, у него снизу светодиодик, там красный, синий, зеленый, датчик яркости, датчик приближения, ну, допустим, кто-то мимо проходит, это как датчик движения, можно его с KNX сопоставить. Можно всякие датчики касания, коснулись, она что-то сделала, сигнал вызова, домофонная система, ну, это можно выключить звук, опять же, к домофону, что относится, плюс сделать этажный вызов с этажа, это типа звонок, через KNX можно организовать, ну, типа нажали на KNX кнопку, у меня рингтон раздался, вот, и есть, соответственно, дисплей, текст сообщения. Вот. Он в формате JSON, вот этот, который. Это отдельная история, я сам до конца не разобрался, как это работает, потому что, то есть тут есть как, надо сделать логический модуль, по сути. Выходом логического модуля служит как раз вот эта точка данных внутренняя, G1. То есть мы как бы при каком-то событии посылаем на текст сообщения, вот этот G1, мы посылаем сам текст. Вот, у меня вот текст сообщения, вот этот JSON, да, я его присваиваю, он у меня на выходе привязан. Это
ну, соответственно, это был выходной модуль, это вот этот модуль, выходной. Вот это входной, у него выход, у этого вход. Вот, соответственно, я могу поставить там какой-то, ну, сравнительный там бинарный элемент, допустим, да, как они здесь называются. Либо можно генератор значений поставить. Ну, а какое-то событие должно происходить, то есть, ну, вход просто конфигурантор ставит, так не бывает. ну, наверное, может и можно. Я так не делал так, я делаю обычно вот так вот я как-то делал. Тут, опять же, можно прописать, вот самое интересное это текст сообщения, потому что, ладно, на вход я, допустим, привяжу какую-то телеграмму, ну, однобитную, там, я не знаю, допустим, включить-выключить то, что у нас есть, либо аларм вот тот же самый, да, аларм можно привязать. Но что делать с текстом? Ой, а почему у меня на выход, блин, привязался? Вот, а это на входе. Соответственно, аларм привязали. Вот, сам текст, его можно в генератор вот сюда записать, а можно, по идее, прямо сюда записать. Но тут момент какой, я не совсем тоже понимаю, как этот JSON формировать. Некоторые говорят, что нужен какой-то специальный, ну, какая-то фигня, которая будет его формировать. Ну, то есть, этот текст сообщения, потому что он может отличаться. Если вот help нажать, что может быть вообще в тексте сообщения? То есть, вот здесь расписано, ну, в help в этом можно посмотреть точки данных устройства G1, и расписано, что он вообще, ну, каждая вот эта точка данных, там звук, там вот это и прочее, что она значит. И вот у него объект JSON, вот это сообщение. То есть он как должен выглядеть? Object, value, там, title это имя, да, body это текст, потом timestamp это время, когда произошло, LED это у него светодиодик, еще цвет какой-то загорается, tone это еще по идее звук, наверное, может быть, хотя там, так у меня не получилось звук сделать. Display on, это, соответственно, дисплей включается. Можно включить, можно не включать. Вот, пример вот тут есть, да, вот если этот пример прям скопировать, то это работает фигня, короче, я проверял. Но как это формировать в плане, как это сделать, чтобы он время выставлял каждый раз актуальное, я пока еще не разобрался, потому что это должен кто-то, ну, задать это время. То есть тут, конечно, можно там, то есть я при включении, мне придет текст, заглавие будет hello, да, hello, там потом будет текст будет world, там с восклицательным знаком, и время будет всегда вот это фиксированное указано. Если я хочу, еще могу дописать вот эти, то, что там было, ну, поставить еще запятую и дописать LED, каким светодиодом должен он загораться, потом value, тон и display on. Это я делал, это работает, все кроме вот этого тон. Тон у меня звук почему-то я пока не добился.